Добрый день, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети и рыболовные мережи». Поступил ряд вопросов, относительно. Будем возвращаться, вы не стесняйтесь, задавайте все вопросы. Когда вы задаете вопросы, в некоторых моментах, скажем так, я могу упустить какую-то, при рассказе упустить основную мысль, которую потом я вспомню, и вам расскажу. Значит, Андрей Спасенков задавал ряд вопросов, интересующих его. При посадке рыболовной сети, как я вам давал значение, значение величин, которые необходимо применять, это те величины, вы можете садить как вам удобно. И кто смотрит ролики, и как вы хотите, это ваше право, ваше право. Но, скажем, при посадке сети идеальная сеть считается та сеть, скажем, если вы сделаете посадку каждой ячеи. А те размеры, которые я вам даю непосредственно, что, допустим, низ не более того, верх не более того, те размеры, которые выработаны годами, и тот сад, который дает на сеть, чтобы она не путалась, чтобы она меньше путалась, когда вы ее уже применяете, выставляете в том или ином водоеме, будь то река, озеро, протока. То есть эти размеры, если сеть посадить, допустим, вот здесь мы на 21 с вами садили, и садили на какое-то количество ячей. И если нам ее посадить, допустим, на меньшее количество, и сад этот получить меньше, в 3 раза, скажем, если он будет меньше в 3 раза, но это будет вообще идеальная сеть, она вообще не будет путаться. Но даже вот с таким садом, то, что мы сделали, просто я подготовлю порядок сетей, скажем, порядок сетей, и мы съездим с вами, первый выезд сделаем на рыбалку, и вы посмотрите, как выставляются на таких садах сети, и как они ловят рыбу. Основное это что в сети? Это правильность ее изготовления, правильные все моменты, она будет хорошо выходить, она будет хорошо ловить рыбу. Вот эти основные моменты в сетях рыболовных. Но кто хочет садить на 24 сантиметра или на 25, на 30, на метр, так пожалуйста, пожалуйста, я вам раскрываю, скажем, свои секреты, у вас есть свои направления или видения, каждый вправе посчитать нужным то, что он считает. Я, Андрей, не амбициозный человек, я нормальный человек, я понимаю все, я люблю диалог, и если кто-то скажем, меня начнет учить, или как-то направление какое-то, если оно грамотное, я прислушаюсь к этому мнению, я подумаю, я поделаю, я это испробую. Я обычно тот человек, который 7 раз померяет, 1 раз режет, а потом уже тем более скажет. В моих роликах я стараюсь информацию дать меньше по времени, но больше дать информацию. Говорю очень быстро. Там есть, я даже не смотрел, скажем, тот ролик. Может, есть, скажем, оговоренность в размерности. Скажем, все понимают, умеют считать, все хорошо с математикой. Главное мысль. Второй момент, немножко, скажем, ты вникай и слушай, слушай, о чем идет речь. В том ролике я предоставлял сеть, столбленную сеть, но для других целей. Там была сеть предоставлена, я ее просто делал ниже. Для этого ставил столбы, потому что использование на мелководье. Там, где я ее планирую также сделать порядок сетей на эту серебрянку, также уже выбрал место, там идет гряда, мы туда съездим с этими сетями, и забросим. Там идет расстояние в 3 ячеи по верху и 2 по низу. Совершенно верно. Так основываясь вот этим расстоянием верхним, твое предложение его сделать больше, я не помню сейчас сколько в сантиметрах,
его сделать на 4 ячеи. Так вот, если я сделал бы уже именно сеть под столбы, я бы тогда садил сеть 2 на 2 ячеи. То есть я бы верх садил на 2 ячеи и низ садил на 2 ячеи. Если бы я подготавливал сеть под столбление именно, под то, что необходимо, то я бы садил уже одинаковое количество ячей на эту сеть. Но садил бы по 2 ячеи в этом случае. Значит, момент еще какой. Да, момент поступал, там еще от одного зрителя. Интересный момент по кольцам. Алексей Рева. Да, какие-то моменты, Алексей, я жду от вас, да, от вас ваших вопросов. Хорошо, когда всем все понятно, ну и мне, скажем так, проще, да. Но у вас был вопрос, связанный там с кольцами, да, интересный вопрос, да, я вам, в принципе, ответил, но я думал, что от вас поступит еще один вопрос. Если вы его задали, я думал, что у вас есть основания, или просто вы для информации его задали. Там еще есть один хороший вопрос и каверзный вопрос по этому моменту. Да, он есть. Кто-то, может, и задаст его потом. Сам я все моменты не могу вам рассказать, потому что их очень много. Допустим, если, как вы знаете, к примеру, бывалые рыбаки, которые рыбачат всю жизнь, да, там, связаны с рыбой, да, вот они там рыбу солят, да, они берут эту рыбу, да, взяли и на глаз ее посолили, да, рыба получается вкусная, такая солененькая, в меру соли в этой рыбе, да, они же не взвешивают эту соль, да, там, на весах, чтобы понять там какую-то меру, сколько им посолить рыбы, да, они берут ее и солят, да, на глаз, как говорится по-русски. Так и так же у меня эти моменты, скажем, да, они для меня представляют собой, как уже там, живя с этими всеми моментами, да, как посолить эту рыбу, да, сделать какую-то сеть под какой-то водоем, да. Мне не надо там как-то взвешивать что-то. Не надо там что-то много рассчитывать, просчитывать, да. Скажем, для меня тоже посолить рыбу, как я с этим родился, понимаете. Посолил, я также посолю эту рыбу там на глаз, да. Будет вкусная, хорошая рыба. То есть вот такие еще моменты, да, что как для меня как обыденность, да. Я вот забыл в прошлый раз, когда про расстояние рассказывать, да. Сейчас возвращаемся. Так хорошо, что есть вопросы, хорошо. Так я и объясняю, чем меньше садов, да, чем меньше это расстояние, тем сеть лучше. Можно взять и не такое, то, что я вам показывал, да? Допустим, в 2 раза взять меньше этот сад. Да, это подольше будет провязываться, подольше будет готовиться сеть, но она будет уже более качественная. На лов этой рыбы не повлияет. То есть размер сада на лов рыбы не повлияет. Первый момент. Второй момент, потому что садовое значение. На лов рыбы может повлиять садовое это значение. Если вы сделаете там больше или меньше, вот это значение садовое повлияет на лов рыбы. Если будет неправильное садовое значение, сеть может просто стоять и не ловить рыбу. Это имеет значение. А вот именно сколько там, скажем, вот разбить это садовое можно на 2 посадить. Это будет качественная сеть. Она будет легче выходить в воду, да? Легче ее выставлять там, по лету, по зиме. Понимаете, если то расстояние там, в 24 сантиметра, да, по верху, как вы там говорите, 24 да на 4. Я просто не считаю сейчас, да, не сижу, не высчитываю. Я просто говорю, что там 24, 25. У вас большой садовый размер. Плюс стоят поплавки, да, будет большой провис. Поплавки в некоторых моментах будут западать в этот сад.
они будут западать в этот сад, да, они будут путаться, эта сеть, да, и представляете, там в мороз 30 градусов на майне вы сидеть будете распутывать эту сеть. Вам надо ее быстро туда загнать, да, потому что я понимаю, что когда одна сеть, ну, можно помучиться, посидеть. А когда этих сетей очень много, и выставлять очень много надо, да, ну, некогда там тратить время, еще сидеть их распутать в мороз, там, в 30 градусов на майне эту сеть. Быстрее ее туда запихал, да, и все, сработал, затянул порядки, да, и уехал на буранах, там, скажем, с озера. С водоема, с реки. А там сидеть, каждую сеть распутывать с этими расстояниями, да, западет этот поплавок в другой сад, там сидит и все перебирает, там, разбирает это все. Отвечу еще у Евгения. У Евгения Быданова были вопросы тоже. Даже. Теперь я немножко, я же говорю, для меня это как посолить рыбу. Задавайте, не стесняйтесь, подскажу, расскажу. Влияние шнуров, как правильно подобрать. Шнуры, да, они идут разнообразные. Бывает мягкий шнур, бывает жесткий шнур, да, скажем так. Влияние еще по верху, по низу вы, к примеру, если делаете на кольцо. Но сейчас, в данный период времени, в основном все рыбаки, артели, без разницы кто, уже перешли на, скажем, грузовые шнуры. Это проще работать, удобнее, то есть не надо там кольца. Но кольца, они в некоторых моментах, они тоже нужны, они просто необходимы. В некоторых сетях и в некоторых водоемах использование там, потом в дальнейшем покажу, то есть там без них тоже необходимость, просто необходимо. На низ шнур вы можете поставить там мягкий, к примеру, как удобно. Поверху сети, шнур еще подбирается в некоторых моментах, допустим, по относительной ячеи. Чем больше ячея, и у вас сад, допустим, большой, то надо шнур поставить наверх жестче. Он будет меньше, скажем, изгибаться, который жесткий шнур. Он будет меньше будет западать. Чем меньше ячея, тем можно ставить шнур уже помягче, да, помягче. То это по шнурам касаемо, да, подбора шнуров. А чем жестче шнур, да, чем, в принципе, он жестче, и если большая у вас ячея, там большая, не все же пользуются маленькой ячеей, можно ставить шнур шестерку, восьмерку, да, жесткий шнур, тем лучше будет работать вверх, тем меньше он будет путаться, тем меньше будет западать какие-то моменты. Если касаемо шнуров, которые плав-шнуры, да, тот же патент, но я говорю, что да, он западать уже не будет так. Его можно ставить практически на любую ячею, но его применять в ограниченном количестве, то есть в ограниченных случаях на сети. Потому что сети имеют высоту, имеют конструкцию, там, удельный вес там, этой нитки и всего. То есть патент он может не выдерживать. Скажем, к примеру, если у вас сеть там, 3 метра высотой, скажем, рамовая сеть, и вы поставите туда финский поплавок, но он не будет держать, скажем, финский поплавок там, 25, к примеру. Но 25 он еще будет хорошо там, держать, скажем, леску. Да? Леска, если монолеска, то он будет держать монолеску. Если, допустим, скрученная леска и много кручения, он уже не будет ее держать, потому что полотно более тяжелое. И сеть это уже будет стоять в воде не 3 метра, она в лучшем случае будет стоять 1,5 метра. 1,5. Мало кто об этом знает. Мало кто об этом задумывается. Да? И если также капроновое полотно туда поставить на рамовую сеть и поставить такой поплавок маленький, скажем, да, но толстое полотно, там, с крупной ячеей, толстая жила, она также утонет, эта сеть. Она под весом себя поплавок не будет держать, и она утонет. Она будет в воде стоять 1,5 метра всего лишь. Да? Из-за того, да, скажем, от поплавка никуда не уйти. От нормального, хорошего поплавка никуда не уйти. Потому что надо в некоторых местах, да и в большей степени, смотря какие готовятся сети, ставить хороший поплавок.
Иначе шнуры, да, шнуровые, они утопят вашу сеть. Даже одностенную сеть, если вы поставите малую разгромовку шнура, плавающего шнура, да, и сеть будет у вас там 3 порядка, 5 метров высотой, да, вы думаете, что у вас высокие сети, а воду вы выставляете, они стоят в 2 раза меньше. Они притапливаются, утягивают этот поплавок. Скажем, а если еще какое-то течение проходит в протоке, да, ну, ваша сеть 5-метровая превратится в метр. Она будет стоять метр глубины. Зачем делать 5-метровую сеть, когда можно сделать метровую и также ловить? Правильность подбора шнуров, да, но мы потом еще подойдем. Я рассматриваю, даю вам, поймите меня правильно. Я вам даю средние величины, на которых вы можете сделать сети и рыбачить. Если подходить основательно, скажем, профессиональным более уже моментом изучения глубоким, это уже надо сначала понять азы. Сначала понять азы, чтобы подойти к более профессиональному подходу подбора шнуров и поплавков. Мне кто-то там задавал вопросы, хотелось бы более глубокие знания по шнурам. Да, ну чтобы, то есть зрители собираются, одни кто-то умеет что-то делать, кто-то этим пользуется и уже делает, а кто-то даже, скажем, и никогда не выезжал-то на озеро. Не знает, как это потом-то. Вроде понимает теоретически что, а практики-то нету, допустим. Ну, он нигде не рыбачил, там, не выезжал с сетями, да, он не мерз на майне, да, скажем так. И у него немножко представление другое, да. Так вот, разная категория людей по-разному воспринимают информацию. И необходимо потихоньку этот момент весь подойти. И по шнурам также я, допустим, рассматривать какие-то моменты начну, кто более пользуется, уже понимает этот момент, ему будет понятно, что я говорю. А кто только, скажем, начинает, тому будет вообще непонятно, о чем идет речь. И у него возникнет очень много вопросов. Из-за того мы с вами создали видеоролик, да, видеоролик небольшой, да, уже по шнурам, там одностенным шнурам, какие там можно применить. И дал я средние значения по ним, средние величины, да. Скажем, чтобы быть большим профессионалом в этом деле, в этой отрасли, но это надо очень много знать информации, большой информации, сложенные там годами, сложенные опытом, да, сложенные практикой, и получение огромного как бы базового опыта. Этого можно достичь. Из-за того я это делаю, просто кто заинтересуется, да, скажем, я буду только рад. Я буду только рад. Да, и в следующий раз я обращаю внимание, что вы как-то не кусками, информация заложена в каждом видео. Она заложена. Более внимательно послушайте. Более внимательно послушайте, о чем речь, о чем я говорю. Да? Какие-то моменты у вас начнут отлагаться. Отложатся. Какие-то моменты отложатся, они все равно отложатся. И уже потом анализируйте, немножко анализируйте сами. Да, задавайте, не стесняйтесь. Я нормальный человек, то есть, у меня нет никаких амбиций, да, вообще нет. Я говорю, кто, если даже меня поучит чему-то, да, каким-то моментам, которых я не знаю, да, я приму это к сведению, да, я это выслушаю, да, я это приму, возьму на заметку, скажем, у меня не будет какого-то ответа сразу, да, если это хорошая, дельная информация, которая мне, в принципе, я не знаю, которую я проанализирую, которую я попробую, да, там, скажем, я приму это за основу. И еще был вопрос, отвечая сразу, это уже более задавали мне вопросы по посадке сети, там, по расстоянию, как что. Ну, это уже для других немножко зрителей. Смотрите, допустим, вы по рамовой сети. То, что говорите ваше мнение, если там большое расстояние 24 сантиметра,
24 сантиметра, и карман, грубо говоря, играет лучше карман, да, в этом расстоянии, ваше мнение, что там провис чуть-чуть побольше, да, и лучше полотно гуляет. Там для примера возьмите, даже там сами у себя дома сделайте, да, и поймете, да, скажем, когда делая, допустим, на маленьком расстоянии, к примеру, да, вот этот пенек вы возьмите побольше. Пенек возьмите побольше, порядка там сантиметра 3-4 пенек. И посмотрите, то есть провис этот также будет гулять у вас в руках. Допустим, или на одном саде, да, вы считаете, что в одном провисе у вас хорошо гуляет полотно парами. А так вы возьмите в этом и сделайте пенек, допустим, там 3-3,5-4 сантиметра. И возьмите два расстояния и пошевелите, пожалуйста, посмотрите, как у вас гуляет полотно. Оно будет точно так же гулять, но на более меньшем расстоянии. Все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня и отличного настроения.